Добрый день, уважаемые зрители, коллеги-юристы, подписчики моего YouTube-канала и все неравнодушные граждане, кому все еще не безразлична судьба правосудия в Украине. Сегодня я, юрист Валерий Табаков, 18 мая 2026 года, жесткой прямотой и максимальной детализацией разберу возмутительную ситуацию в одном из самых резонансных и политически острых уголовных дел последнего времени в Украине, в деле об убийстве Ирины Фарион, где обвиняемым проходит Вячеслав Зинченко. Если вы не знаете, то недавно в это дело вступила новый защитник, принципиальный и бескомпромиссный адвокат Лариса Криворучко, и сегодня она 18 мая 2026 года опубликовала в Facebook мощный, жесткий материал, который буквально взрывает картину происходящего в Шевченковском районном суде Львова. Я тщательно изучил ее публикацию, добавил свежие факты из последних заседаний, провел аналитику и сейчас дам вам полный детальный разбор всего того, что вам желательно было бы знать в этой связи. Без прикрас, без смягчения формулировок, потому что то, что происходит в этом процессе, уже переходит все разумные границы законности. Разбираем все по полочкам с фактами, нормами закона и жесткими выводами. Итак, уголовное производство номер 466/12-967/24 рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова. Вячеславу Федоровичу Зинченко инкриминирует часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса и особо тяжкое пункты 8 и 14 части 2 статьи 115 умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Коллегия судей: Невойт, председательствующий, Баева и Эдер, члены коллегии. Именно эта тройка принимает ключевые решения. А теперь к вопиющим фактам. 8 января 2026 года суд продлил содержание Вячеслава Зинченко под стражей на 60 суток с 9 января по 9 марта без альтернативы в виде залога. 22 апреля 2026 года новое продление с 23 апреля по 21 июня, снова без залога. В обоих определениях в качестве защитника указан адвокат Вороняк Владимир Александрович. Его участие якобы подтверждено журналами видеоконференций и протоколом судебных заседаний. А теперь, друзья, самое главное и самое скандальное в этом деле сейчас. Согласно официальным данным Единого реестра адвокатов Украины, с 26 декабря 2025 года по 26 января 2026 года право Вороняка на занятие адвокатской деятельностью была полностью приостановлена решением квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Это не тайна, это открытая и публичная информация. Несмотря на это, человек без действующего свидетельства продолжал активно участвовать в заседаниях 8 января, 14 января, 11 февраля, 16 февраля, 25 февраля, 22 и 23 апреля
2026 года. На этих заседаниях решалась судьба человека, вопрос о его дальнейшей свободе. Это уже не ошибка, это грубейшее, циничное нарушение закона, которое суд просто проигнорировал. Но и это еще не все. В ряде последних судебных заседаний защите Вячеслава Зинченко систематически, практически по шаблону, отказывали в удовлетворении целого ряда важнейших ходатайств. Особенно возмутительным выглядит отказ от 17 апреля 2026 года в ходатайстве об исследовании в судебном заседании телеграм-канала на телефоне обвиняемого. Цель была предельно ясной – демонстрация алиби. Суд просто взял и отказал без должной мотивации, без реального исследования доказательств. Это не отдельные эпизоды, это целая система ограничения права на защиту. Суд последовательно не дает стороне защиты представить и исследовать доказательства, которые могут кардинально изменить картину дела. А теперь жесткая юридическая оценка. Согласно частям 5 и 6 статьи 31 Закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, лицо с приостановленным статусом категорически не имеет права осуществлять какую-либо адвокатскую деятельность. Точка. Часть 2 статьи 45 УПК прямо запрещает такому адвокату быть защитником в уголовном производстве. Пункт 4 части 1 статьи 412 УПК устанавливает безусловное основание для отмены судебного решения рассмотрения дела без участия защитника, когда его участие обязательно. Участие человека без полномочий равно отсутствию защиты. И это не формальность, это грубое попрание статьи 59 Конституции Украины и статьи 6 Европейской конвенции. Европейский суд по правам человека в решениях Салдус против Турции, Артика против Италии, Еременко против Украины, Санина против Италии, Дауд против Португалии и многих других прямо говорит: защита должна быть реальной, эффективной и квалифицированной. Фиктивный или незаконный адвокат – это то же самое, что его полное отсутствие. Судьи обязаны были проверить статус адвоката по открытому реестру. Это занимает 10 секунд. Они не сделали этого. Сознательно или по грубой халатности, в любом случае это недопустимо. Отказы в ходатайствах защиты, особенно в исследовании телеграм-канала для подтверждения алиби, только усиливают картину процессуального произвола и нарушения принципа состязательности. На сегодняшний день я оцениваю в этой связи вероятность полного отвода всего состава суда и направления дела на новое рассмотрение с нуля 45-55%. Почему не выше? Потому что украинская судебная система крайне неохотно признает собственные грубейшие ошибки и почти никогда не отводит себя сама. Судьи защищают корпоративную солидарность,
Однако нарушения здесь носят системный и фундаментальный характер. Незаконный защитник на ключевых заседаниях, плюс массовые отказы в критически важных ходатайствах защиты. Если апелляция и кассация наконец-то вспомнят практику ЕСПЧ и прямые нормы УПК, сценарий полного перезапуска дела вполне реален. Все будет зависеть от жесткости и профессионализма новой защитницы Ларисы Криворучко, от общественного давления, ну и сами знаете от кого. Каковы юридические последствия, жесткие и неизбежные? Первое. Определение о продлении содержания под стражей Вячеслава Зинченко от 8 января и 22 апреля 2026 года, а также все последующие решения незаконны и должны быть отменены. Второе. Принцип плодов отравленного дерева делает незаконными практически все производные действия, совершенные в условиях незаконного содержания и урезанной защиты. Третье. Для судей это прямая дорога к дисциплинарной ответственности по статье 106 Закона о судоустройстве и статусе судей. Грубое нарушение процессуального закона, существенное нарушение прав человека, поведение, которое подрывает авторитет правосудия. В случае доказанного умысла или грубой неосторожности увольнение с должности. Это дело уже сейчас ставит под огромное сомнение легитимность всего судебного процесса, когда суд так откровенно игнорирует базовые права человека. Это удар по доверию ко всей судебной системе Украины. Уважаемые друзья, я буду продолжать жестко и детально освещать каждое движение в этом деле. Никаких полутонов, только факты и закон. Если вы считаете, что такое беззаконие нельзя замалчивать, ставьте лайк, пишите жесткие комментарии, делитесь этим видео везде, где только можно. Ваша активность – это реальная поддержка справедливости. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал донатами. Именно ваша помощь позволяет мне делать такие подробные и своевременные материалы. Спасибо, что были со мной до конца этого важного разбора. Следите за обновлениями, не оставайтесь равнодушными. С уважением, юрист Валерий Табаков. До скорых встреч в новых видео.